Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема о цветах, которые надо уже сеять в феврале. С некоторыми из них можно не спешить и отложить посев до марта. Особенно это касается северных регионов с затяжными зимами и холодной весной. Но учтите, что при более раннем посеве ваши цветы зацветут гораздо раньше. К тому же при желании свою рассаду вы еще успеете дополнительно расчеренковать и получить намного больше растений. В феврале уже высевают лобелию, особенно ампельные сорта. Я свою посеяла еще в январе, чтобы крепкую подросшую рассаду дополнительно сформировать и начеренковать. Сеянцы лобелии, как и большинства цветочных культур, необходимо прищипывать. Это важно для формировки растений уже на ранней стадии. Если срезанные верхушки укоренить, у вас получится вырастить гораздо больше кустиков. И зацветут они даже раньше лобелии, выращенной из семян. Этим методом часто пользуются при размножении редких и дорогих сортов. Укореняются черенки лобелии без проблем. А вот с молодыми сеянцами надо немного повозиться. Перелив, как и пересушка почвы, недопустимы. Также всходам крайне важно хорошее освещение. Чтобы они не вытягивались, в первое время после появления ростков я оставляла включенной лампу не только на день, но и на ночь. Это же относится и к петунии. Как только проклюнутся ее всходы, досветка желательно круглосуточная. Для того, чтобы рассада не вытягивалась, ее переставляют в более прохладное место. Ампельные сорта высевают уже с января. Кустовую петунию сеют позже. Все зависит от ваших климатических условий и потребностей. Дорогие семена редких сортов желательно высевать раньше. В случае, если не все прорастут, подросшую рассаду вы сможете расчеренковать. В феврале высевают на рассаду и ампельную калибраха, хотя многие предпочитают покупать уже ее укорененные черенки или готовую рассаду. Имейте в виду, что приобретенные в обычном магазине семена могут не оправдать ваших ожиданий. Для посева калибраха лучше всего покупать профессиональный семенной материал у проверенных крупных фирм, хотя и цена на них достаточно высокая. Семена из обычного супермаркета или с рынка могут не взойти. Уже с конца февраля высевают такой эффектный цветок, как сальпиглоссис. Это очень красивое и не банальное растение. К тому же довольно редко встречается в наших садах. Цветение сальпиглоссиса поражает своими яркими расцветками и мраморным рисунком лепестков. Кустики вырастают высотой от 30 до 80 сантиметров в зависимости от сорта. Цветение длится с начала лета до середины осени, а в теплых регионах и того дольше. Очень неприхотливое в выращивании яркая гвоздика шабо. Цветоводы средней полосы могут ее высевать примерно в феврале. Но чтобы ваши сеянцы не вытягивались, им необходимо хорошее освещение. Если у вас нет ламп и места для рассады, посевы лучше отложить до весны. Всеми любимый стойкий цветок хризантема. С ней наши осенние клумбы преображаются и имеют красочный вид вплоть до прихода устойчивых морозов. Семена хризантемы высевают в феврале-марте. Ранний посев хорош тем, что ваша рассада успеет достаточно отрасти и окрепнуть. И такие растения будут уже вполне сформированными и готовыми к высадке в открытый грунт. Одной из самых неприхотливых и длительно цветущих культур для переднего плана цветников, клумб и контейнерного выращивания является бегония вечно цветущая. Этот яркий и стойкий цветочек будет радовать вас своим непрерывным цветением все лето до морозов. А если вы заберете горшочки в дом, то и того дольше. Не зря ее так назвали – вечно цветущей. В уходе очень неприхотливая. Этот вид бегонии также выращивают в уличных кашпо и в ящиках на балконе. Кустики компактные, привлекают цветами и декоративной листвой. Окраска растений зависит от сорта. К подобным цветам с долгим периодом цветения и простотой в выращивании относится агератум. Особенно хороши его сине-голубые сорта в сочетании с оранжево-желтыми цветами, например, с бархатцами. Из тагетисов очень рекомендую обратить внимание на компактную сортовую серию Тайшан. Кустики этих бархатцев высотой не более 30 см, при ширине до 25 см.
Размер их больших шаровидных соцветий просто поражает. Цветы достигают в диаметре до 9-10 сантиметров. И таких на кусте много. Но именно эти гибридные бархатцы развиваются медленнее в сравнении с обычными сортами. Если вы хотите получить цветение тагетисов тайшан в конце мая, высевайте семена уже в феврале. В последние месяцы зимы можно заняться посевом однолетних сальвий и ампельного львиного зева. Последний от обычных кустовых сортов отличается длинными, поникающими побегами и более долгим развитием. Растение отлично подходит для подвесных кашпо. Сорта отличаются окраской цветов и размерами. Есть львиный зев с длиной стеблей до метра. Для более пышного цветения побеги формируют обрезкой уже на ранней стадии молодой рассады. Срезанные верхушки львиного зева легко укореняются. Цветение длится с июня до заморозков. А любителям ароматных фиолетово-синих цветов советую посадить гелиотроп. Это растение любит солнечное расположение и рыхлый питательный грунт. Гелиотроп выращивают как в открытом грунте, так и в контейнерах. На зиму горшочки заносят в прохладное помещение. Сохраненные в зиму кустики можно также размножить черенкованием. Таким образом, вам не придется заниматься посевом в следующем сезоне. В феврале также высевают дельфиниумы и пенстимоны. Последний цветок менее известный садоводам средней полосы, но его многообразие и необычный вид соцветий приносят пенстимону все большую популярность с каждым годом. Среди этого эффектного растения есть множество сортов и видов, как однолетних, так и многолетников. Вы также можете посадить яркий бальзамин и неприхотливую засухоустойчивую абриету. Из последней со временем получаются красивые сплошные ковры. Цветет абриета очень обильно, с середины весны по начало лета. Растение отлично подходит для самых солнечных мест, подпорных стенок и каменистых садов. Чтобы увидеть как можно раньше цветение, уже в феврале высевают семена виолы трехцветной и гацании. Последнюю лучше выращивать на хорошо освещенном участке. Подросшую рассаду также необходимо формировать, то есть прищипывать. Но учтите, что любая обрезка отодвигает цветение как минимум на 2 недели. Именно поэтому эту африканскую ромашку лучше высевать пораньше. Любителям пышных ампельных культур можно посоветовать посадить бакопу. У бакопы много расцветок. Есть даже махровые сорта. Если выращивать растения в кашпо, его плети образуют красивый водопад из мелкой листвы и цветов. Но бакопу можно высаживать и в открытый грунт. В этом случае она будет стелиться по земле, как почвопокровник. Не забудьте также про посев серебристой цинерарии приморской и неприхотливых маргариток, которые также украшают наши клумбы в течение всего лета до самых стойких холодов. Сочетая разные цвета и культуры, у вас получится создать самые эффектные и долго цветущие цветники. Поделитесь и вы своим опытом. Посоветуйте, какие еще цветы можно высевать на рассаду в последнем месяце зимы. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда оставаться в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам хоть немного полезным, поддержите, пожалуйста, нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.